Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас 20 марта, понедельник, выпуск промежуточный. Хочу вам напомнить, что у нас есть подписка на Patreon. Подписывайтесь, задавайте вопросы, помогайте нам. Мы будем удовлетворять ваше любопытство в ответ. Так, теперь давайте перейдем к событиям сегодняшнего дня. Прибыл Си Цзиньпинь. Это, конечно, основное событие. Лидер Китая Си Цзиньпинь прибыл в Москву. Мы видим, что Путин не поехал его встречать. И немножко о встрече Си Цзиньпиня мы расскажем уже завтра у нас в телеграм-канале. А с вами давайте обсудим сам факт этого визита. Давайте обсудим, что же действительно произошло. Мы видим, как пропагандистские СМИ, кремлевские СМИ, практически в открытую говорят, что Путин является вассалом Китая. Говорят, утверждают, даже не говорят, утверждают, что быть вассалом Китая гораздо лучше, чем быть вассалом США и Запада. Ну, во-первых, вообще спорный вопрос, стоит ли быть Китаем, извините, не Китаем, вассалом. Стоит ли вообще кому-то подчиняться? Стоит ли быть вассалом вообще чьим-либо? Неужели так тяжело сделать выбор в пользу свободы, в пользу равенства, в пользу паритетных отношений? Неужели это так сложно? Неужели эти закомплексованные люди просто не видят другого пути и убеждают всю аудиторию, а это миллионы и миллионы людей, что другого выбора просто нет? Но мы видим, что Путин, видимо, принял для себя такое решение, что быть вассалом гораздо лучше. Ну, мы знаем, да, что он равняется на Александра Невского. Александр Невский был вассалом хана, мы об этом все прекрасно знаем, и уроки истории научили Владимира Путина совсем не тому, чему должны были, по идее, научить. Путин постепенно превращается в раба Китая. Ну, давайте опять-таки называть вещи своими именами. Вассал — это раб по своей сути. Си Цзиньпинь дал на княжение, как там, грамоту выписывали, да, раньше, или давали разрешение на княжение. Но вот Си Цзиньпинь позволил Владимиру Путину, быть президентом и даже сказал, что надеется, что россияне поддержат его, даже выразил в этом уверенность. Но я уверен, что Си Цзиньпинь глубоко заблуждается. Россияне будут, видимо, немного другого мнения. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Путину еще надо дожить до определенных событий, в том числе и до переизбрания. Но мы понимаем, что события развиваются совсем не так, как он этого бы хотел. Мы видим, что на фронте происходит стагнация со стороны российских войск. Фактически уже прекратилось полномасштабное наступление. Те небольшие очаги, которые существуют на сегодняшний день, да, я понимаю, что это очаги ожесточенные, понимаю, что это очаги, которые вызывают не просто обеспокоенность, которые вызывают боль и ужас у многих людей, потому что там каждый день погибают, я даже не буду сейчас говорить о количестве, чтобы не травмировать психику, но каждый день погибают много-много человек. Это, конечно, ужасно, просто ужасно. В 21 веке агрессивная война, которую развязала Россия, российское руководство. Мне больно за свою страну, больно за то, что моя страна является агрессором в данном случае. И мы сделаем, конечно, все возможное для того, чтобы воцарил мир, для того, чтобы путинская власть рухнула. Про Си Цзиньпиня и про его визит мы более детально, конечно, поговорим завтра. Завтра мы посвятим этому, наверное, весь выпуск, потому что это очень важно. То, что вообще Си Цзиньпинь посетил Путина, уже, конечно, большой шаг и большой реверанс в пользу того, чтобы эта власть удержалась. Но еще раз повторяю, Си Цзиньпинь делает большую ошибку, и эта ошибка, я так понимаю, что в скором времени ему аукнется. Но
Автократии должны поддерживать друг друга, и посмотрим, чем все закончится. Итак, итоги подведем уже завтра, а сегодня перейдем к немного другим событиям, потому что сегодня день был на события богат. Владимир Путин выступил категорически, обращаясь к коллегии Министерства внутренних дел, высказался категорически в пользу того, чтобы всячески гасить уличную активность, массовые практики сопротивления и так далее, и так далее, и так далее. Он считает, что США и западные партнеры расшатывают ситуацию в стране путем как раз таких акций, акций неповиновения, акций сопротивления, акций протеста. Это, конечно, больная фантазия президента России, но мы понимаем, что все больные фантазии президента России откликаются ужасной болью на россиянах. Фактически граждане России находятся в заложниках у путинского режима. Мы об этом говорили, я в этом убежден и не устану в этом убеждать других. Уверен, что граждане России захотят в скором времени выбраться из этих пут, из пут Путина, как бы это двусмысленно ни звучало. Но и я уверен, что большинство граждан России категорически не хотят быть ничьими вассалами, ни Китая, ни Путина. То, что США и страны Европы категорически не задумываются о том, чтобы сделать из России вассала, это личное желание Владимира Путина лизать кому-то жопу, извините. Но вот Си Цзиньпинь позволяет, потому что автократ. И понимает, что ради поддержки Путин приползет на коленях и будет целовать все, что прикажут. Так, теперь немного другие темы. Опять-таки вернемся к фронту. Пригожин сегодня опубликовал открытое письмо. Вернее, он письмо опубликовал после того, как его написал, поэтому назвать его полностью открытым будет неправильно. Он направил письмо Шойгу и просит Шойгу помочь, потому что якобы, по его информации, Украина готовит большое контрнаступление как раз в районе Бахмута и боится, что там будут уничтожены все остатки так называемой ЧВК Вагнера. Ну, как будет, мы, конечно, посмотрим и увидим уже в ближайшее время. То, что ЧВК Вагнера будет уничтожена в Бахмуте или не в Бахмуте, это уже не суть важно. Принято решение, причем принято решение президентом России Владимиром Путиным. И это решение будет доведено до конца. Пригожин может жаловаться, может радоваться, может делать что угодно. На ЧВК поставлен крест. Поставлен крест как со стороны, еще раз повторяю, российского руководства, так и со стороны украинского руководства. Как собираются сражаться без ЧВК, ну, опять-таки увидим. Гениальные, как правильно говорят многие блогеры, конечно, в кавычках, российские военачальники уже показали массу раз свои прекрасные умения, прекрасно, опять-таки, в кавычках, воевать. И мы уже неоднократно говорили, среди высшего военного руководства России бытует четкое понимание о том, что война проиграна. Путин может тешить себя иллюзиями, может стоять на коленях перед китайским лидером, умолять помочь, но все предрешено. Я уже говорил о том, что странное довольно положение в Европе, даже не положение, а отношение к современным реалиям, я имею в виду к войне. Ну, это мы опять-таки обсудим, наверное, уже послезавтра. А сегодня мы с вами уже практически 9 минут в эфире обсудили 3 важные темы. И давайте, наверное, уже отложим на завтра. Я извиняюсь, что сегодня поздно выходит ролик. Очень много дел было и не удалось записать раньше. Завтра буду пытаться записать немного раньше. Опять-таки, если будет такая возможность. Ну, надеюсь. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Любовь движет миром, и любовь спасет мир. Я в это верю. Я верю в высокие гуманистические идеалы человечества. Я верю, что можно любить всех людей. И я люблю всех людей. Я люблю вас, наши уважаемые зрители и слушатели. Знаю, что моя команда разделяет мои идеалы. Знаю, что мы победим. Большое спасибо, что были со мной.
Увидимся, услышимся уже завтра. А также я вам напомню, что в ролике, который выйдет в среду, в комментариях вы можете оставлять свои вопросы. Также в комментариях к этому видео напишите как минимум 5 слов для того, чтобы продвинуть наше видео в рейтингах. И поставьте лайк, если вам, конечно, не сложно. Всего доброго, до свидания.